Целый килограмм яблок на пирог и совсем немного теста. Это настоящая яблочная бомба. Этот яблочный пирог из категории «много начинки, мало теста», а поэтому понравится всем любителям насыщенных фруктовых пирогов. Или тем, у кого дома скопилось много яблок, которые хочется как-то вкусно применить. Еще одна прелесть рецепта в том, что тесто для этого пирога мы готовить не будем, а поэтому процесс приготовления становится быстрее. Итак, поехали готовить. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная». Список ингредиентов к рецепту сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании под роликом. Я использую сорт яблок Гренни Смит, но вы можете смело брать те, что есть у вас. Яблоки необходимо очистить от семенной коробочки и срезать кожицу, а затем нарезать кубиками. В зависимости от сорта яблок кусочки в готовом пироге будут держать форму больше или меньше. Такие яблоки, например, как семеренко, становятся нежными, мягкими и практически распадаются. Гренни Смит же свою форму сохраняют. Этот сорт также отлично подойдет для перевернутого пирога с карамелью. Его рецепт тоже есть на канале. Ссылку оставлю, там же будет ссылка на мою регулярную шарлотку и на очень праздничную польскую шарлотку. Теперь нужно полить яблоки соком половинки лимона. Делаю это через руку, так как лимон костлявый. Всыпьте к яблокам сахар, корицу и щепотку соли. Перемешайте. Сахара использую совсем немного, только чтобы усилить природную сладость яблок. Если вы сладкоежка, увеличивайте количество, либо же при подаче можно будет дополнить этот пирог медом. Теперь приготовим смесь, которая скрепит яблоки и при этом за время выпечки превратится в своеобразный крем. В миску отправляйте яйца. К ним влейте ряженку и всыпьте муку. Перемешайте до однородности. Вылейте смесь к яблокам и перемешайте до распределения. Теперь займемся тестом фило. Я очень его люблю. Нам нужно будет 4 слоя теста для пирога, поэтому количество листов в упаковке разделите на 4. У меня вышло 3 слоя по 4 листа и 1 слой с 2 листами. Смазываю растопленным сливочным маслом 2 листа теста фило и укладываю на них крест-накрест еще 2 листа. Смазываю маслом. Это будет первый слой. Уложите первый слой теста 4 листа в форму для выпечки. У меня диаметр 18 см. Внутрь получившейся конструкции выложите треть начинки из яблок. Теперь повторите смазывание и укладывание теста плюс распределение начинки еще дважды. А теперь смажьте маслом последние листы теста фило и уложите их поверх третьего слоя начинки. Подогните края теста к центру, бережно прижимая его, чтобы зафиксировать верх. Посмотрите, какой красивой получилась верхушка, похожая на какой-то цветок. Смажьте верх растопленным маслом и отправляйте в духовку, разогретую до 175 градусов на 60-80 минут. Мне нравится печь этот пирог все время в кольце. Так верхушка получится хрустящей, а бока останутся нежными. Если вы хотите получить хрустящее со всех сторон тесто, пеките пирог первые 40 минут в кольце, а на оставшееся время кольцо снимите и допекайте пирог уже так. Готовый пирог подавать можно сразу же. Если ролик пришелся вам по душе, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы еще не со мной. И в следующих видео вас ждет кое-что вкусное из помидоров, нежные домашние сосиски в 2 вариантах и кое-что неожиданное из творога. Так что жмите на колокольчик. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».